Привет! В этом ролике я расскажу про центральный рынок Мыне. Покажу, что здесь можно купить, что сколько стоит. Ссылку с геолокацией я оставлю в комментариях. Цены я буду называть в донгах, а потом при монтаже добавлю сноски на конвертацию в гривнах и в долларах для удобства. Так как в номиналах местной валюты есть много нулей, например, 500 тысяч, 200 тысяч, 50 тысяч донг, для удобства мы всегда просто отнимаем 3 нуля в конце и получаем 500, 200 и 50. Сегодня 2 августа 2025 года, так что все цены и ассортимент будут соответствовать этому дню. Но для начала нужно снять деньги. Сделать это можно в таком домике, где внутри находится банкомат. Кстати, там внутри работает кондиционер, что очень приятно. Давайте зайдем и снимем деньги. Меню здесь на английском, вьетнамском. Вот здесь можно выбрать язык. Выбираем английский. Выбираем Cash Withdrawal, выдача наличных. Здесь выбираем Default по умолчанию. И здесь нам предлагает количество денег, которые мы можем снять. 200 тысяч, 2 миллиона, 500, 1000, 1500. Я выбираю 2 миллиона. Ну, еще можно выбрать свою сумму, но я пробовал, оно часто выдает ошибку. Так, выбираем 2 миллиона, соглашаемся. Обычно он выдает купюры по 500 тысяч. Да, как сейчас. Вот такие купюры по 500 тысяч. Теперь есть деньги, можно идти на базар и тратить. Это первое место, которое я хотел бы показать. Здесь мы часто покупали фрукты, овощи. Здесь удобно, потому что можно прямо на мопеде подъехать с дороги, все купить и уехать. Но здесь дороже, чем на центральном рынке в середине. Итак, посмотрим. Это дурианы. Hello, синчао. Hello. How much? What kilo? 1 кило 70. 70 деньгов стоит килограмм. Ну тут еще вот эта кожура будет весить, наверное, половину дуриана. Но он такой очень специфический фрукт. Вот. Это джетфрут. Стоит 40 тысяч за вот такую упаковку. Это местный грейпфрут. Ананасы вот так они часто продают, но я бы рекомендовал покупать ананасы там на рынке, чтобы сразу их почистили, покупать свежие, тогда они не будут вот такие вот внутри, уже более такие уже забродившие. Клубника продается, 65 за вот эту коробочку, ну здесь примерно грамм 500-400. Манго, о, порезанный манго по 40 тысяч деньгов, но рядом есть манго, которые лучше все-таки покупать вот в таком вот виде. How much mango? Килограмм. Окей. 70 Ага. 45 тысяч деньгов за килограмм. килограмм. А, зеленый манго. Зеленый манго за 30 тысяч деньгов. Еще и слива. Очень вкусная слива, знакомая всем украинцам. Вот как у нас, прям вкус очень классный. Мы с сырой покупали, кушали, наслаждались. В общем, как дома. Вспоминаешь дом. Варили компот с нее. Вот это не помню, как называется этот фрукт. Это рамбутан. Это такие волосатые кружочки. Они чистятся от этой кожуры. Внутри такая круглая ягода, можно так сказать. Такая вкусненькая, сладенькая. Это личи. Тоже как рамбутан, похожий, только немножко другой вкус. Так, это что у нас? Не знаю, что это. Я такое не покупал. Очень твердое. Так, это у нас что? Яблочки. Похоже на какие-то очень-очень зеленые яблочки. Так. Это что-то заморское. Даже не местное. Это мандарины. Кажется, 20 стоили. How much мандарин? 15 тысяч деньгов. 1 килограмм. Очень классные мандарины. Они внутри такие же мандарины, как и оранжевые. Я их покупаю, делаю из них фреш, как из апельсинов, потому что апельсины здесь дороже, а так из мандаринов выжил и пьешь себе фреш. Ну вот есть еще вот оранжевые мандарины, груши, но это все привозное. То, что вот так запечатано, вот такие вот идеальные. Это вот как у нас в супермаркете все запечатанное, там везется за границей. Виноград. Виноград был 100 тысяч деньгов стоил. Так, это у нас, потом гляну, допишу в описании.
Ну вот драгонфрут есть. Драгонфрут стоил по 20 тысяч деньгов за килограмм. Бананчики вот разных видов. Вот такие более привычные для Украины. Поломал, теперь надо покупать. А вот эти по 20 тысяч деньгов. Да, вот эти. How much dragon fruit? 25 тысяч деньгов за dragon fruit. 1 kilo or 1 piece? А? 1 kilo. 1 kilo. Окей. Окей, двигаемся дальше. Так, это папайя. Так, в принципе, папайя на вкус она мне не очень нравится, но я добавляю ее в смузи. How much папайя? 20 тысяч за килограмм. А вот это сахарное яблоко, ну я его покупал. Непонятно, что, в чем прикол этого фрукта. Не знаю, может кому-то нравится. How much? Килограмм. О, Good. 95. Ну он такой здесь специфический, его любят. Он такой, типа, особенный здесь фрукт, даже во Вьетнаме. У нас в саду, кстати, растет там, где мы живем. Вот. Арбузы. Очень вкусные арбузы. Сколько мы здесь арбузы не покупали, все время было вкусно. Не было такого арбуза, чтобы он был какой-то невкусный, не сладкий. 15 тысяч за килограмм. Итак, всего вышло 72 тысячи деньгов за арбуз и за вот эти бананы. Вот таким вот еще образом продается джекфрут. Он такой, тоже специфический на любителя. Да, у него тоже такой запашок есть, как и у дуриана. Мне не нравится. Okay, come on. Так, посмотрим, что здесь по зелени. Здесь очень много зелени. Синчао. Петрушка, лук, кинза, укроп, имбирь, перец острый. Они здесь очень любят острый перец. Лук, чеснок, какой-то корень, не знаю. Здесь много всяких корней. Яйца домашние. Вот тут, в общем, травы здесь очень много. Они очень любят траву. Всякую разную. Вот туда петрушка. Вот укроп под устав уже. Сельдерей. Это фасоль. Это брокколи. Вон цветная капуста. Перец разный. Помидоры. Огурцы. О, здесь тоже папайя продается. Что тут у нас? Ну вот буряк. Мы покупали, Ира борщ варила. Морковь, лук, картошка. Всякие разные кабачки. Здесь вот эти кабачки вкусные. Мы покупаем на мангале, жарим так на сковородке. Баклажаны. Тыква. Ну, тыкву мы не покупали. Лаймы. Здесь не лимоны, а лаймы. А, еще что не показал, это маракуйя. Очень вкусная штука, мне очень нравится. Вот за такие ананасы я говорил. Вот такой вот покупаешь, прям на базаре тебе там чистят. Ну, эта услуга там стоит дополнительно денег немного. Но зато покупаешь, и получается чистый, свежий ананас. У этой женщины я иногда покупаю кокосы. Вот здесь уже есть почищенные. По 10 тысяч деньгов за штуку. Очень вкусные, мне очень нравятся. Дома мачете. Мачете сделал дырку, вставил трубочку и пьешь себе. Там много жидкости. С такого маленького кокосика, казалось бы. Если вдруг кому надо, здесь отделение винофона. Здесь можно купить сим-карту и вьетнамская почта. Отделение вьетнамской почты. Вот это супермаркет. Вот это супермаркет. Внутри тоже есть очень много всего интересного. Там работает кондиционер. Рекомендую. Широкий выбор. Пока я в него заходить не буду. Здесь еще можно купить принадлежности детские. Круги, мячи, игрушки, шляпы. Мы здесь покупали сырые шлемы на байк. Нормальные цены. Hello, синчао. Ну, можно алкоголь купить. Что тут у них есть? Мартини за 350 тысяч. Вот. Такое. Кто любит алкоголь, вот. Но есть места, где и побольше всего интересного в плане алкоголя. Вот шлемы. Это перед нами сам рынок. Вот туда внутрь здания заходишь, там именно эпицентр. Но там запашок, конечно, такой специфический. Это строительный магазин. Я сюда иногда заезжаю, что-то покупаю. Недавно я покупал здесь смазку для петель, потому что у нас начали скрипеть
двери. Ну, в общем, здесь, в принципе, есть все, что нужно для строительства, там, для ремонта, всякие разные штуки. Есть такой трафик постоянно, мопеды, машины. Вот это еще одна точка. Можно покупать фрукты, но это самая дорогая точка здесь. Hello. Здесь я ананасы покупала, чистили. Нет, нет, спасибо. Thank you. Он уже спрашивает, помнит меня, что я ананасы покупал. Mango. Манго. Mango. No, thank you. А, вот это интересная штука, кстати. Это делают из тростника, выдавливают сок. Вот, и получается, что тростниковый сок можно попить. Свежевыжатый. Как-нибудь покажу, как они это все выдавливают. Здесь получается, что есть постоянные такие продавцы, есть вот так вот люди сами приезжают, выкладывают. Ну, как у нас на улицах тоже. Вот здесь, кстати, неплохой магазинчик, здесь крупы на развес. Есть всякие разные, я не знаю, здесь такое освещение. Да, всякие чечевицы, фасоль, рис там, туда-сюда. А здесь магазины все для дома, 1001 мелочь. Мы здесь тоже много чего покупали, много чего полезного есть. Всякое разное. Давайте зайдем посмотрим, что здесь есть. Стаканчики, зонтики. Здесь цветы. Hello. How much? Было 90. Было 90 денег. О, уже 140, да? No. Я здесь иногда покупаю своей жене цветы. Ей очень нравится, она очень рада. Здесь хороший ассортимент. Так. И еще хозяйственные магазины тут тоже. Все на свете есть. Щеточки, вешалки. Вот здесь еще фрукты продаются. Вот, кстати, драгонфрут есть внутри белый, а есть красный. Вот. Виноград. В принципе, все то же самое. Вон еще только саподилья есть. Саподилья была в начале весны, когда мы приехали, а потом она что-то исчезла куда-то. Ну, такая интересная штука. Я ее покупал в Египте больше. Ну все, вот сейчас заходим, получается, на сам центральный рынок. Здесь уже пошли запахи такие интересные. Вот, кстати, виноградик такой, я такой не видел, длинненький. Интересный. No, thank you. Здесь люди приезжают, продают сами свой товар, морепродукты всякие, рыба. Но сейчас уже немножко поздно. Вон всякая рыба такая есть. Hello. О, такая. Окей. Это какая-то пиранья. Это на пеленгаса похоже. How much? 1 kilo? 100. Okay, 100, 1 kilo. Chẳng hết luôn nha. Ok. No. Này. Окей, пойдем дальше. 70. Что? 80 за килограмм. Окей, 2. Куплю 2 штуки. No, 2. Окей. Попробую, сделаем дома на мангале. Посмотрим, что за рыба. Come on. Тут можно еще купить одежду. О, всякие ракушки. Синчао. How much? Ага. 50. Вот эти. 40. А эти 45. Это эти, устрицы. 45 тысяч деньгов за килограмм устриц.
Вот здесь всякие еще есть улиточки продаются, вон уже они даже живые. Вот так вот покупаешь и Высасываешь. А это мидии. Да, это прям мидии. Да, интересные такие ракушечки. Эти тоже живые. Они раз и закрываются сразу. Ну, насчет этого я пока еще не готов. Посмотрим дальше. О, сушеная рыба. Креветки. Но сушеную рыбу не хотел бы покупать. Ну, я не покупаю здесь сушеную рыбу, потому что, видите, здесь все в мухах. Ну, это чревато последствиями. Здесь еще какая-то рыба. Ну, такая рыба мне не интересна. Тут еще всякие овощи. О, Ну, тут интересно. синчао. Крабики. How much? 250 тысяч для него крабики стоят, а те по 200. Ух ты, шустрые такие они. Необычные крабы здесь с голубыми клешнями. Ну, мне не очень нравится, потому что в них есть особо нечего. Лучше бы они просто жили. На самом деле здесь клешни, то ешь, то получается только краба убивают зря. Это мое мнение. Тут еще кальмаров чистят. О, тут мясо пошло. Тут уже женщина он рубит. Ну, это тут свинина, говядина, тоже вся в мухах. Синчао, how much? How much? How much là cái gì? Yeah, Dạ. 500. Понятно. Anh Việt đấy. Anh yêu Việt. О, это что, креветки? 40. Anh yêu Việt đi. 40 даньгов. А что это у нас такое? Я подумал, что креветки. А, это... Việt với luôn. Я даже не знаю, что это. Не хочется, когда покупать какую-то слизь. Пойду еще дальше посмотрю, что здесь есть. Окей, come on. Not today. Not today. Так, что у нас? Ну, тут уже все закругляются. Уже все. О, свинина. Говядина. No, thank you. Ну, помимо морепродуктов, можно еще тапочки купить. Это мы сейчас заходим на сам центральный рынок, тут вот крытый. Вот. Здесь тоже много чего продается. Всякого разного. Есть готовая еда, уже здесь всякая местная. Всякая выпечка. Даже не знаю, какое интересное что-то. Сегодня я немного поздно приехал, тут уже они все, многие поскладывались. Ну, пойду еще что гляну из того, что осталось. Рюшек продают. Ну, тут всякие кепки, перчатки, носки, заколки, сумки. Вот такой вот он рынок Мойне. Местами грязный, местами интересный, атмосферный, аутентичный. В любом случае, сюда интересно приехать. Здесь можно купить много чего полезного, нового, экзотичного. На этом мой ролик подходит к концу. Если вам понравилось это видео, поддержите мой канал лайком. Это будет способствовать его продвижению. Также подписывайтесь. В будущем я буду выкладывать еще видео про Мойне и про Вьетнам. Будет много интересного. Пока.